Привет, ребята! И сегодня уже кто разбирается, сразу может догадаться, о чем будет идти это видео. Это замена топливного насоса на Town Country 2011 года. Ну, они же Даджи караваны и все остальное. Вся остальная крайслеровская продукция. Ну и в принципе насос такой, он в разных автомобилях идет. Поэтому идея не только в том, чтобы показать насос. Давайте я сначала расскажу про диагностику этого насоса. Значит, что самое интересное? Вы видите сейчас всего лишь одну трубку, да? Это говорит о чем? Обратки здесь нет. Уже поняли секрет, да? Раз нет обратки, значит регулятор давления топлива встроен в середине этого блока. Он вместе с насосом стоит внутри. Значит, в чем секрет? То есть, о чем видео? О том, что делать диагностику топливного насоса, как это делали раньше под капотом, вот с такой системой бессмысленно. Хотя ее делают, там что-то меряют все. Вот я в интернете начал читать, там все, да какое давление, да подскажите, да научите. А на самом деле нет смысла больше мерить давление на такой системе. Почему? Потому что при измерении давления вы не знаете, какое давление вы меряете. Насоса, либо отрегулированное уже регулятором. То есть вы меряете приблизительно, допустим, ну вот если оно идеально совпадает, допустим, я не смотрел сколько здесь, ну допустим 3 бара, да. Вот если оно показывает реально 3 бара и совпадает с тем, что указано в спецификациях, значит все отлично и нечего сюда лезть. Но если давление отклоняется, скажем, там вместо 3, там, допустим, 2 бара, да, то проблему дальше, это не проблема может быть насоса, как раньше, да, о, давление низкое, ура, побежали насос менять. А теперь давление низкое, это может быть и бензонасос. Точнее, регулятор давления, он стоит здесь. Поэтому при такой системе правильно надо менять блок целиком. А вообще при любых таких подозрениях, или даже там через 150 тысяч километров, просто превентивно менять весь этот блок. Потому что тут и фильтр стоит. Вон он там сбоку виден. Вот. И вообще там банка большая, вроде бы она тоже фильтрующий элемент. Вот я не разбирал, это сейчас я старый выниму. Вроде бы я смотрел обзор, что вот эта вот банка в середине большая в металлическом корпусе, она тоже фильтр. Но этого я еще не знаю, я когда разберу, тогда вам скажу. В следующем видео вам скажу. Вот. Потому что я отдельного фильтра к ней как бы не видел, к этой машине. Вероятно, что он стоит здесь. Ну тогда вообще классно. То есть вы меняете просто вот такой блок целиком. Считается, что одновременно вы поставили новый фильтр, новый насос и новый регулятор давления топлива. Единственное, что по цене они дорогие, поэтому я хотел купить абсолютно новый, но оригинальный. Цена $400. Даже в Америке жаба душит, да, $400. Поэтому, если есть возможность купить с какой-нибудь машины битой с малым пробегом, вот этот блок я купил с машины, на которой 70 тысяч пробега. 70 тысяч миль, да? Вот, ну мне на него дали как бы гарантию 30 дней, короче, ставь, пробуй, испытывай, вот. И цена как бы $70. Поэтому я принял такое решение. Не советую покупать китайско-тайваньские, потому что они в районе там $50-70 их навалом. Но регулятор вещь довольно точная, а как делают китайцы, вы знаете. И у вас потом регулятор может давать неправильное давление, и вам придется это все заново менять. Плюс здесь сразу идет и указатель уровня топлива, да, и с ним тоже у вас могут быть проблемы, поэтому лучше искать, если есть нормальный продавец с машиной, сбитой машины какой-нибудь,
и купить в хорошем состоянии, но с небольшим пробегом, чтобы сразу все там было целенькое и нормально. Это только часть видео. Вторая часть видео. Бак находится снизу. И снимать его я пробовал машину закатить на рампочки, такие маленькие, на рампы как бы. Ну, в общем, неудобно, и все будет на голову сыпаться. Плюс там сразу стоит угольный этот фильтр, эвакуатор. И его тоже там надо отсоединять, потому что он мешает. Ну, в общем-то, такая работа неприятная. Ее лучше делать на подъемнике, где-нибудь в сервисе. На улице делать все это неприятно, все будет на голову, в глаза сыпаться. Поэтому в большинстве машин есть лючок для замены топливного блока, вот этого топливного насоса, блока топливного насоса. Здесь его нет. Но здесь есть хитрость одна. Можно прорезать в дне дырочку, заменить этот блок через это отверстие, да, и потом его просто на заклепке либо усилить. Ну, в общем, придумать крышку просто, и все. Вот вы видите, я уже фломастером разлинеял место для отверстия, да. Вот оно будет такое. Единственное, я пока низ не буду, я эту же жестянку пока оставлю, а по бокам я пущу такие усилители стальные потом на заклепочках, чтобы это дело держалось. А в принципе можно просто изготовить новую такую же жестяночку, только пошире, и ее на шурупы по кругу прикрутить. В общем, вариантов много. Смотрите, как правильно это место определить, где, как вырезать. Вот видите болт, куда одевается вот эта вот штука. От него 1 сантиметр отступаем и вот этот горизонтальный рез делаем. Дальше вот здесь тоже вот такая вмятинка. И до нее прорезаем, пока металл ровный не вмялся туда. Потом вот нижняя вмятина, от нее тоже чуть-чуть отступаем. Вот. И по другой стороне, ну тут я уже на глаз сделал. Вот. В общем, сейчас я ее вырежу, и вы увидите, какой у нас будет доступ прямой к замене насоса. Ну, в общем, по времени это все я тут больше снимаю, чем вырезать лючок. Ну и дольше потом крышечку придумать. Я видел, американцы просто берут и вклеивают силиконом. Не силикон, а такой, как он называется, полиуретановый клей на полиуретан. Просто заклеивают полиуретаном и все. Если что, полиуретан потом опять можно разрезать. Он становится такой твердый. Ну он станет тут примерно как вот эта вот заводская штука. Вот такой вот он станет. Вот. Он застынет. И потом его можно заново разрезать. И вот потом даже ножом можно расколупать и вскрыть опять этот лючок. Ну все, режу. Так. Ну вот, вырезан квадратик. Вот вы видите, стоит насос. Этот потом я опущу и края на заклепке внахлёст заклепаю. А может, заклею полиуретаном. Всем, кто переживает, что вы ослабили конструкцию, не переживайте, потому что силовой элемент проходит вот здесь. Вот я пальцем вниз захожу туда. Вот здесь проходит силовой элемент, такая как профиль такой, да, выгнутый. Вот здесь. То есть ничего. Задняя сторона, вот вы видите второй лист, они внахлёст лежат. Тут тоже оно никакой, это не силовой элемент, он ничего не держит. А эта сторона, здесь тоже через вот так вот эти 2 сантиметра, вот тут проходит уже варен такой силовой профиль, вот такой он вдоль идет, такой толстый профиль. А вот этот желоб, это просто такой канал в днище для того, чтобы уложить вот эту всю хвост проводки. Поэтому никаких тут ослаблений, ничего нету. Ну а теперь у нас, смотрите, какой у нас доступ шикарный. Ну и сейчас я его достану оттуда. Начал собирать, уже собрал, поменял насос, вспомнил, что не заснял. В общем, смотрите, он проходит сюда прекрасно. То есть это уже новый, ну, то, что я заменил. Все проходит прекрасно, все выходит. Совершил полную замену. Значит, один из нюансов. Вот это кольцо.
Я даже вот когда оно вот так сверху, я его так подолбался, пока сорвал. Потому что оно здесь не закручивается по резьбе, а просто вот заходит. Видите, полукруги такие. Сейчас покажу. Вот. Или не здесь. В общем, оно заходит вот в эти прорези и потом заскакивает вот сюда. Должно заскочить. И даже сверху я так постучал, пока я проскочил. Если вы снизу опустите бак и не полностью его снимете, вот некоторые думают, что можно приопустить его и это все снять. Ну, вот придется подолбаться вот с это кольцо, чтобы снять. Даже тут я его так пришлось постучать. Вот. А в остальном все очень быстро, все легко.